五生五魂，你是怎么做的？一进天五生五魂，不就是轻轻松松的事？ Девятое испытание Тансана было крайне тяжелым. Уже с самого начала ему пришлось пережить жуткую боль. Все его духовные кости были изъяты, чтобы потом превратиться в броню морского бога. Этот этап никак нельзя пропустить, иначе Тансан не станет полноценным богом. Первой была вырвана внешняя духовная кость Тансана. Да, она уже достигла уровня бога, однако все равно должна трансформироваться в 8 крыльев морского бога. Тансану нельзя было двигаться, но боль была невыносимой. Изъятие костей было так же болезненно, как отрезать руку или ногу. Тансану прямо стиснул зубы, не двигаясь. Его мышцы и нервы дрожали, но он все еще стоял там, как пригвожденный к земле, сохраняя прежнюю позу. На самом деле, раньше Тансан проходил через подобное, когда отрубил себе руку и вытащил кость Сяову. Однако в том случае его кость Синесеребряного Императора могла регенерировать конечности. Обычно, потеряв кость, мастер лишается 10 рангов духовной силы. Но удаление костей в наследии морского бога ни в малейшей степени не повлияло на духовную силу Тансана. Это было вмешательство богов. Одно за другим все 8 паучьих копий Тансана отделились от тела и перелетели на другую платформу. Тансану стало немного легче. 8 паучьих копий соединились вместе, образуя полную форму внешней кости. Сверкающее золото текло по ним. Как раз в этот момент 8 паучьих копий перед ним начали меняться. Вылетели 8 столбов воды, полностью окутав их. Золотые узоры, похожие на волны, стали появляться на 8 копьях пауков, один за другим. В следующее мгновение 8 паучьих копий внезапно развернулись как бабочки, расправив 8 золотых крыльев. В этой сцене Тансан не мог не закричать. Каждое из этих крыльев было более 2 метров в длину, а на крыльях волнообразный рисунок был его перьями. С каждым мягким движением этот волновой узор также двигался, превращаясь в ослепительный золотой свет. Кончики крыльев были очень острыми, как острие меча. Таким образом, внешняя кость Тансана превратилась в крылья морского бога. В новом трейлере, где показан образ Тансана морского бога, мы можем увидеть за его спиной 8 крыльев морского бога. Они очень тонкие и немного отличаются от тех, что мы видели ранее в других трейлерах. Слитые силой морского бога, эти крылья были куда величественнее, чем 6 крыльев богини Тяньжэньсюя. К тому же у Тансана было на 2 крыла больше. Эти великолепные крылья станут истинным божественным инструментом, выше духовных костей, божественным инструментом, не уступающим трезубцу морского бога. Первое чувство радости и восторга вырвалось из сердца Тансана. Он почти не мог сдержаться, ему хотелось подойти ближе. И 8 паучьих копий, превращенных в 8 крыльев, казалось, тоже манили его. Тансан уже был готов сделать шаг, чтобы поглотить эту новую внешнюю кость. Но паучья кость как будто предупредила его, что если он покинет свое нынешнее положение, то наследство морского бога потерпит неудачу. Такое ужасное наследство. По сравнению с испытанием Тяньжэньсюя, наследство Тансана казалось слишком сложным. А это была лишь первая из 8 частей последнего испытания. Но не будем забывать, что Тансан потерял сердце морского бога. Если бы у него здесь был исправный трезубец, все прошло бы куда легче. 8 крыльев морского бога были на маленькой платформе, прямо перед Тансаном. Но он не мог поглотить их прямо сейчас. Поднялся золотисто-голубой туман, окутав 8 крыльев морского бога. Среди сверкающего света эта платформа, представляющая первое испытание, медленно улетела, вернувшись в исходное положение. Теперь к Тансану приблизилась вторая платформа. Наступила очередь следующей кости. На этот раз это была кость правой руки. Пережив изъятие внешней кости, Тансан уже примерно понимал, что его ждет. В этих испытаниях морского бога он будет постоянно испытывать боль. Его 7 духовных костей будут оторваны одна за другой, и последним испытанием должно стать восстановление трезубца морского бога. Но эта ужасная боль не была истинной целью испытания. Как и в первом испытании, то, что почти привело к неудаче, была эмоция радость. Совершенно очевидно, что в дальнейшем будут использоваться всевозможные способы воздействия на Тансана, чтобы заставить его покинуть платформу и сдвинуться с места. Поняв это, Тансан подготовился. Интересно, во что превратится его кость правой руки от буйвола питона. Второй эмоцией была ярость. Тансан в гневе уже хотел сдвинуться, однако знакомый голос Дамина остановил его. «Не дай себя обмануть, брат мой. Я чувствую твое уважение ко мне в твоем гневе. Мне этого достаточно. Стать частью Бога – это честь для меня». Душа Дамина была очень слабой. Это были последние слова, которые он мог произнести. Но эти слова имели огромное значение для Тансана. Превратив злость в силу, Тансан взревел, подавляя гнев, который чувствовал. Его кулаки уже были крепко сжаты, изо всех сил пытаясь контролировать свои эмоции. Когда Тансан наконец восстановил спокойствие, все перед ним изменилось. Тансан, казалось, снова увидел маленького Дамина.
В мгновение ока он превратился в золотого дракона, парящего над этой круглой платформой. Его тело было очень маленьким, но он все равно создавал ощущение божественного зверя. На этом моменте круглая маленькая платформа вернулась в исходное положение. Должно быть, это было истинным эффектом эволюции его кости правой руки. Тансан вытер слезы на глазах, а его сердце полностью успокоилось. В третьем испытании проверялось чувство горя или потеря. Удаление кости правой ноги сине-серебряного императора было иллюзорной сценой. И эта сцена изображала, как мать Тансана, Аинь, решила пожертвовать собой, чтобы спасти Танхао. Тансан мог легко спасти свою мать в иллюзии, просто пошевелив пальцем. Было очень легко потеряться в этой наполненной скорбью атмосфере. Но с опытом двух предыдущих испытаний, что бы ни происходило в иллюзии, Тансан сохранял ясность своего разума. Довольно интересное испытание. Вот уж хорошая подготовка для Тансана, которая закалит его дух и разум. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, интересно ли вам узнать о следующих костях Тансана, которые будут вырваны, какие чувства они проверяют. Подписывайтесь на канал и всем пока.